Hey, me gusta esta. Pretty baby, pretty baby. Привет, дорогие ребята! Рады приветствовать в нашем канале, рады приветствовать с нашей кухни. Раз кухня, значит, что у нас опять с вами кулинарное видео. Ночь на дворе, Гарик с Кэрри снимают. Будем делать основное блюдо для нашего завтрака. Вы знаете, мы вроде бы как на таком полезном питании, ну как нам кажется, что на полезном питании для того, чтобы сбросить наши животы, которые мы набрали на Новый год, набрали за эти праздники. Но вы знаете, одно и то же кушать надоедает. В принципе, в рационе ничего не меняется, но хочется какого-то разнообразия, что-то добавить, что-то придумать. И поэтому хочу с вами поделиться очередным блюдом, которое я готовлю на завтра для завтрака вам. Что нам для этого блюда потребуется? Нам потребуется перебитое филе грудки, нам потребуется твердый сыр, нам потребуется лаваш. Ну, знаете, хлеб не едим, ну, хоть чуть-чуть лаваша, что ж там, мука, вода, в принципе, лаваш можно. Нам потребуются вяленые помидоры, томатная паста, кетчуп или любой какой-то помидорный соус, который вы посчитаете нужным, сметана, буряк, свекла, свекла, это, знаете, мне когда пишут только про эту свеклу, я сразу говорю, это буряк, все. Корейская морковь, потребуется перец, растительное масло и соль. Это будет, я не знаю, что это будет, я надеюсь, вкусное. Так что смотрим, а как это назовем, не знаю, в процессе как-то придумаем, как-то назовем. Лаваш назовем это, просто будет лаваш. Значит что, у меня здесь 300 грамм перебитой грудки. Видите, как отличается грудка, когда ее перебиваешь на блендере. Она совершенно не такая вот, как нам перебивали на мясорубке, как-то на мясорубке перебили филе индейки. Филе индейки, да, грудку индейки. Так что вот, смотрите, 300 грамм потребуется перебитого филе. Что дальше? Дальше мы добавляем туда, нарезаем чуть-чуть буквально вяленых томатов. Вот, берем. Немного. Много не надо. Можете брать не вяленые, можно даже свежие добавить. Но свежие только надо конкассе, филе томата без, скажите мне, без семян, без сока томатного. Вот просто так нарезаем. Ой, все равно вот эти вяленые томаты, они имеют совершенно другой вкус. Они же маринуются в разных специях, они очень вкусные. И в хлебе это вкусно. Да везде вяленый томат это вкусно. Так, добавляем сюда вяленые томаты. Буквально чуть-чуть. Ребят, не люблю, когда это сейчас полосну досточку. Так, вяленые томаты добавили. Теперь, это нам не нужно. Теперь добавляем буквально... Это мы стали покупать вот такие уже готовые салаты есть со свеклы. И корейская морковка. Добавляем буквально чуть-чуть свеклы. Немного. И, ребята, там в каком-то видео спрашивали, свекла отварная или сырая. Это когда я делал котлеты со свеклы. Естественно, свекла отварная. Может, я в видео это не сказал, но точно говорил, что в каком-то моменте я это говорил, что отварная свекла. Так, добавляем корейскую морковку. Ой, какой аромат шикарный. От корейской морковки класс, ребят. Добавляем сразу перец. Вот так. Добавляем соли. Соль, перец, это все по вкусу. По вкусу. Как вы любите, так вы... То количество вы и добавляете. Ну, как всегда, с дозатора у нас растительное масло. Вот так. Замечательно это все соединяем. Ну, что-то будет уже другое. Знаете, когда котлеты готовим, это, тут что-то другое. Надоедает одно и то же, поэтому фантазируем, что-то добавляем, что-то придумываем, чтобы как-то каждый раз отличались наши блюда. И, ребята, там очень какой-то был такой спор еще в комментариях, что свекла... Она отварная не полезна, только сырая, что в ней много содержания сахара, что может привести к диабету и прочее. Во-первых, я прочитал это все. Есть разные научные, как говорится, работы и разные
скажите мне, специалисты в этой сфере, в сфере диетологии, нормального питания, здорового питания, там ведут по поводу этого споры. И то, что вот вы говорите, что свекла ни в коем случае нельзя, это не доказанный факт. Есть люди, которые утверждают именно так, как вы говорите. Есть люди, утверждают обратное, которые были исследования проводились, понимаете. Поэтому стопроцентно, чтобы мы знали, что свекла, например, отварная вредна, а сырая полезна, нету таких, как говорится, стопроцентных доказательств. Поэтому мы в своем рационе будем использовать свеклу. Да и я знаю, господи, особенно наши все предки свеклу очень любили, ели. Поэтому я не думаю, что свекла может привести к диабету или еще к чему. Может, как сопутствующее, если вы, извините меня, с утра до вечера едите тортик, запиваете это сиропом, а потом еще запиваете каким-нибудь спиртным напитком, и тут у вас где-то проскочила свекла, и вы подумаете, что это от свеклы. Нет, это скорее всего от другого. Так, все, мы сделали наш фарш. Что мы делаем дальше? Мы, ребята, сейчас с вами передвинемся, нам надо уже, видите, я достал сковородку гриль, там, кстати, варили супчик. А супчик варил, если помните, делали крылья, у меня остались косточки, вот на этом бульон сделал, на этих косточках. И вот такой прозрачный овощной супчик вот варил. Надо его отправить в холодильничек. Сейчас мы его отправим. Так, супчик отправляем в холодильник. Так. Надо было достать, конечно, черпак. Ладно, я потом, когда видео сниму, тогда достану. Так, ребята, что дальше делаем? Дальше включаем нашу конфорочку. Не ту конфорку стал включать. Так, где-то... Давайте включим на 7. Теперь берем растительное масло, чуть-чуть добавляем. Здесь у меня оливковое налито. Вот так дозатора, чуть-чуть буквально. Раз-раз. Вообще замечательно вот эти дозаторы. Оно распрыскивает очень-очень-очень хорошо. Так, берем лаваш. Вот у меня уже порезанные есть кусочки лаваша. Так, берем лаваш, кладем на сковородочку. Вот, смотрите. Теперь берем... томат. Какой у вас есть соус томатный, такой вы и используете. Вот так буквально проходите по нашему лавашику. Вот. Не знаю, придумывайте название моему блюду. Если оно еще получится. Потому что я всегда придумываю все на ходу. Иногда получается. Бывает. Не скажу, что у меня вот все буквально получается. Бывает, когда где-то что-то и не получится. Сейчас я не знаю, готовлю и не знаю, получится, не получится, получится, не получится. Я думаю, получится. Так, добавили томат. После... Ой, сейчас все будет грязное. После чего добавим туда еще чуть-чуть сметаны. Сейчас возьмем ложку. Буквально чуть-чуть. У нас получается такой томатно-сметанный соус. Это вкусно. И вот знаете, еще многие говорят, сметану нельзя. Другие кисломолочки можно, а сметану нельзя. Ну как это? Сметана, мне кажется, она и полезна для нашего желудка. И вообще сметану можно. Это хороший кисломолочный продукт. Так же, как и кефир. Вот насчет молока, да, у меня есть вопросы. Ну, молоко, мне кажется, в определенном возрасте уже сложно нашему организму удается. Так, вот смотрите, мы сделали вот такой соус. Соус у нас готов, это отбираем. Теперь берем наш фарш и выкладываем слоем, не сильно толстым слоем выкладываем фарш. Вот так. Обязательно добавляем края. Помните, я что-то готовил, говорю, пиццу когда. Края у нас остаются всегда пустые. Вот так не сильно толсто выкладываем, чтобы у нас успело это все проготовиться. Так, вот, ребята. Ребята, сегодня ехали домой. Вы знаете, и вечером где-то, не знаю, часов 10, ну мы ехали 10-9, наверное, было. Такой туман начался, такой туман. На расстоянии уже, наверное, метров 50, да, Кэрри? Уже ничего не было. Совершенно ничего. Ничего не было видно. Сейчас вот и пришли домой. У нас тоже такая традиция. Придем домой, кофе. Кэрри делает вкусный, я открываю окошко, и мы смотрим в окошко. И я хочу сказать, вообще он с каждым часом увеличивался. Прям как-то жутко да, стало. Так стало, прям, знаете, вот аж неприятно. Так, все, ребята, смотрите.
сделали. У меня тут остался фарш, я что-нибудь еще придумаю. Не хочу дальше добавлять, потому что будет, скажите, не пропечется. Так, добавил я фарш. Теперь что я делаю? Теперь я беру кусочки твердого сыра и вот так выкладываю. Сыр, конечно, лучше, если вы на диете, твердый сыр нельзя. Надо брать лучше такого плана, как брынза, что-то вот такого. Твердые сыры, они, как правило, не очень. Так, теперь берем вот этот оставшийся у нас лаваш, тоже его смазываем. Вот так, томатом, томатной пастой, томатным соусом. У меня здесь детский кетчуп, он без сахара, он очень вкусный. Ну, короче, мне нравится детский кетчуп, как использовать его как томатную заправку, он очень хороший. Так, все. Можем еще добавить сметанки. Сделать, повторить так же, как и там. Буквально, вот видите, чуть-чуть тут меньше чайной ложки я положил сметаны. Все, вот так размазываем. Вот. И получится у нас такой торт из лаваша своего рода. Сверху закрываем. Все это наше дело. Все. И теперь, ребята, мы готовим это до готовности. Здесь это не духовка, это на сковороде. Мы здесь с вами увидим. Оно начнет прожариваться, мы должны будем перевернуть. С другой стороны прожарится. Ну, все это вы увидите, так что до следующего кадра. Ребятки, ну вот смотрите, готовится этот наш пирог. Что хочу сказать, его лучше, конечно, приготовить, мне кажется, сейчас в процессе, я понимаю, в духовку. В духовку вы бросили, во-первых, это будет быстрее, и будет все намного быстрее приготовиться. Здесь оно тоже приготовится, но в духовке все-таки лучше. Видите, потихоньку оно все вон пропекается. Но это дольше, на сковороде это дольше, или если сковородка с крышкой, тоже хорошо, тогда оно пропарится сверху. А потом вы перевернули, и корочка будет все равно хрустящая. Ну, я так уже готовлю, пускай так. Вы, если что, делайте в духовке, будет намного быстрее. Ребята, а помните, мы рассказывали вам, что на улице такая у нас тишина. Вот знаете, когда нет тревог, когда нет ничего, действительно открываешь окно, и вот прям тишина. Ты слышишь, как птица поет, где, знаете, кот пробежал. К чему я это рассказываю? Раньше Киев, 5-миллионный город, здесь всю ночь вот такой шум. Никогда не было в городе, чтобы так тихо. А сейчас, естественно, в связи с комендантским часом на улице такая тишина. Хочу вам показать, идемте. Так, сейчас открываем наши занавесочки. И такая тишина. Слышно только нашу шаурму, так называемую. Посмотрите, какая тишина. Вот наш прекрасный ночной Киев. Туман, видите, еще есть, дома вдалеке даже не видно. Есть туман, но был такой, прям вообще ничего не было видно. Вот так вам показал чуть-чуть ночной Оболони. Да, в духовке было бы лучше, ребят, намного было бы лучше. Сейчас я уже буду потихоньку переворачивать. Взял вот такое блюдо, на блюдо быстренько перевернул и потом обратно туда же в сковородку. Сейчас, ждем. Так, будем переворачивать сейчас. Так. Вот. Видите? Хорошая будет у нас пицца. Но в духовке было бы лучше, серьезно, ребят. Я умею признавать свои ошибки. В духовке 100% было бы лучше. Так, сейчас мне нужна лопаточка. Теперь с другой стороны пропекается наш лаваш. Ребят, смотрите, как наш пирог дышит. Туда-сюда, туда-сюда. Вы видели, я один раз перевернул. Сейчас еще раз буду переворачивать. Потому что на этой стороне у нас находится фарш. Я хочу, чтобы фарш у нас 100% проготовился. Делайте действительно лучше в духовке. Вот это края, это не переживайте, это не сгорел наш пирог. Это вот, видите,
Вот тут у меня по краям чуть-чуть потек соус, и он туда. Ну а вообще классный, смотрите. Вот сейчас мы его еще раз с той стороны, и все, и будем уже доставать, резать. С этой стороны он точно проготовился, такой хрустящий будет. Еще хочу там, где фарш, все-таки в духовке намного, вы поняли, да, меня, намного оно быстрее приготовится и 100%. На сковородке чуть-чуть я сглупил, думал, будет быстрее на сковородке, а оказалось дольше. Вот так поспешишь и людей насмешишь. Ребятки, ну все, в принципе, наш пирог готов. Сейчас я его достаю, и надо будет подождать буквально, ну, я не знаю, минут 15-20, чтобы он у нас остыл. Все, вот такой замечательный получился у нас пирог. Минут 15-20 будет достаточно для того, чтобы он остыл. Так, вот это, смотрите, я сразу убираю. Это у нас не сгорел пирог, это, вы поняли, потек чуть соус, и соус сам подгорел. Это раз, вот убрали, все. Смотрите, а то будете опять писать, у Гарика сгорело все, ничего не сгорело, все великолепно. Пирог получился бомбический. Ждем 10-15 минут и будем его нарезать. Ребят, пока наш пирог готовился, вот еще хочу с вами поделиться своими умозаключениями. Смотрели ТикТок и листали, я подписан на Свету Базаренко. Мне нравится, она очень позитивный, добрый человек такой, знаете, с открытой душой, всегда веселая, всегда у нее музыка. И тут включаю, что-то не то, думаю, какой-то там такой, знаете, шансон или что-то под нее. Говорю, Кэрри, это, наверное, не Светин аккаунт. Вы видели, я, кстати, Света попросила прорепостить, что у нее фейковые аккаунты в ТикТоке пооткрывали. И тут еще смотрю, еще один, и там так много подписчиков, и так много лайков. Вот на этих фейковых, я и думаю, господи, что с людьми, знаете, видно четко, что это фейк, там такое все, вот никакое, понимаете, и там немерено лайков. Поэтому, ребята, еще хочу сказать, зайдите в Шорс у нас на ютубе и напишите, вернее, перейдите в ТикТок, напишите жалобу на вот эти фейковые каналы. Свете это очень нужно, она это просила, потому что я ее совершенно понимаю. Это ужасно, как понял, подавала жалобы и в киберполицию, а эти фейковые аккаунты создаются и человеку делают неприятности, делают проблемы. Ну, будем, как говорится, бороться с этими фейками, и обязательно все будет хорошо. Ждем, остынет пирог и будем с вами пробовать. Ну что, ребятки, вот такой приготовил я пирог. Сейчас попробую его. Ну, как я вам уже сказал, все-таки, я думаю, лучше сделать это в духовке и будет вкуснее. Пирог этот можно спокойно брать руками. Извиняюсь, сейчас прожую. Ребятки, очень вкусно. Естественно, конечно, лаваш уже все-таки другой вкус дает. Когда мы готовим котлеты, когда мы готовим что-то такое, это одно. А лаваш дает другой вкус. Такое блюдо имеет право быть. Сделайте его в духовке. На сковородке, я уже сказал, чуть замедляет процесс. В духовке будет намного все быстрее. Если понравилось сегодняшнее наше блюдо, жду от вас лайк. Не понравилось — дизлайк. Если будет репост, огромное спасибо. Всем мира, добра, счастья и до новых видео. Пока, дорогие.